Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня с вами хотела поделиться вот таким вот интересным, необычным, воздушным, но в то же время объемным рельефным узорчиком. Данный узорчик чем-то похож на косички. Видите, такие вот объемные косички получаются. Узорчик получается двусторонний. Вы выбираете любую сторону, какую захотите, так, какая вам больше понравится. Узорчик вяжется несложно. Буквально 2 ряда повторяются и косички постепенно растут. Узорчик универсальный. Можно использовать как для кофточек, кардиганчиков, палантинчиков. В зависимости от ниточек это могут быть летние вещи, топики, маечки. Да? Это могут быть зимние вещи, снуды, кардиганы. А также не забудьте, что данный узорчик будет хорошо смотреться в сумочках и в ковриках. Особенно вот такой вот объем в полиэфирном шнуре будет классный. Вы можете использовать любую ниточку. Я сегодня для того, чтобы показать вам образец узорчика, использовала Alize Angora Gold Simli. Данная ниточка связана, много узорчиков на моем канале. Заглядывайте в плейлисты и смотрите. Новички, кто еще не знает, что это за ниточка. Смотрите, здесь в 100 граммах находится 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как блестит ниточка за счет металлической вот именно такой вставочки. Нам советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Я беру 3, потому что 3 я уже работала с данными ниточками. Мне нравится 3. А вы для себя подбирайте. Если хотите вязание, чтобы было более плотное, то вы берете крючок потоньше. Если чтобы было более воздушное, рыхлое, берете крючок потолще. Да? Итак, цвет, чтобы не забыть, сказать вам цвет номер 40. Очень приятный, очень такой васильково-синий цвет. Очень красивые ниточки. Ну что, приступим. Итак, хочу обратить ваше внимание на ниточку, на саму. Видите, вот так вот, если ее раскрутить, так, она, получается, состоит из 3 ниточек. 2, получается, ниточки это шерсть и акрил, а 1 ниточка, видите, металлическая. То есть ниточки, как бы сами по себе, они не пушистые, да, но бывает, что зацепляют. Поэтому, когда будете вязать, вяжите аккуратненько. И если вдруг надумаете распустить, то распустить будет можно, но сложно. Как бы, чтобы заранее вам сказать, что ниточка классная, но в то же время ниточка имеет свои какие-то особенности. Итак, раппорт узорчика получается равен 12 петелькам. Мы сегодня наберем с вами, получается, ну, 2 полных раппорта, да, 1 неполный. Итого получается 41 воздушную петельку. Договорились? Итак, для начала мы делаем петельку фиксации. Все как всегда. Ее, получается, при наборе петелек мы не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот наш будущий образец. Теперь смотрите, что мы делаем. Сейчас, получается, мы с вами должны будем сделать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. А теперь отсчитываем, получается, 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, и в 5-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Вытянули ниточку и по 2 петельки. 2, 2. Вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы сделали, это получается имитация столбика с накидом. То есть мы провязали столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, и теперь провязываем столбик с накидом 3. Это, так скажем, будут наши 3 кромочных столбика, которые у нас будут повторяться из ряда в ряд. Так? А теперь непосредственно столбики, которые идут по узорчику. В каждую петельку цепочки ныряете и провязываете 11 столбиков с накидом. Поехали. Итак, первый столбик с накидом. Далее в следующую петельку цепочки второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый. То есть здесь вообще ничего сложного. Пятый. Шестой. Седьмой. 8, 9, 10,
и 11. То есть, если вы итого посчитаете, да, получается 11 столбиков по узорчику и 3 кромочных, то здесь вы сразу же провязали 14 столбиков с накидом. Далее, как только мы провязали 11 столбиков узорчика, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В цепочке мы пропускаем всего лишь только одну петельку. Вот одну пропускаем. И со следующей опять продолжаем вязать 11 столбиков с накидом. Понятно? Вот, получается, вот наш будет первый ряд, вот такой вот 11 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, одну петельку в цепочке пропустили и опять 11 столбиков с накидом. Провязали 11 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, а в цепочке, да, получается, пропустили одну лишь петельку и опять 11 столбиков с накидом. Понятно? Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. То есть, ну вот несложно, будет такое вот маленькое окошечко. Угу. Все, давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца, да, наш ряд 3 кромочные столбика с накидом, далее тут 11 столбиков, 3 воздушные петельки, да, здесь пропустили одну петельку в цепочке. 11 столбиков, 3 воздушные петельки, одну петельку цепочки пропустили и опять 11 наших столбиков, и здесь мы не делаем воздушные петельки, а последние вот эти 3 петельки цепочки сразу же провязываем как 3 кромочных столбика. Понятно? То есть у нас получается ряд начинается и ряд заканчивается 3 столбиками. Это будет из ряда в ряд. То есть и в первом, во втором, и в третьем, в 10-м, в 20-м ряду. Вы, конечно, можете делать не только 3 столбика. В зависимости от вашего изделия вы можете делать и 5, и 10 кромочных столбиков. То есть как вам удобно будет. Я пока покажу вам 3 кромочных столбика. Понятно? То есть по итогу здесь получается у вас 14 последних столбиков. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Помним, да, что это имитация столбика с накидом. То есть мы считаем как бы как первый столбик с накидом. И вот наши 2 еще столбика провязываем точно так же, как 2 столбика с накидом. Итого у нас получается 3. Вот наши 3 кромочных столбика. Понятно, да? То есть начинаем, договорились, и заканчиваем 3 столбиками с накидом. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. А теперь смотрите, смотрим по верхушечкам, считаем 6 столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот он, 6 столбик. Делаем 2 накида и ныряем в верхушку 6 столбика и провязываем столбик с 2 накидами. То есть 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот это и есть столбик с 2 накидами. Далее сюда же мы провяжем еще 5 таких же столбиков с 2 накидами. Итого получится 6. То есть это же получается первый наш столбик. Сюда же ныряем второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. Четвертый столбик с 2 накидами. Пятый столбик с 2 накидами. И 6 столбик с 2 накидами. Все, ничего сложного, да? Вот такой вот получился высокий веерочек за счет того, что 2 накида. А теперь будьте внимательны. Вот, да, наш 6 столбик, в верхушку мы ныряли. Теперь наша задача вернуться немножко назад и будем нырять между 5 и 6 столбиком. Смотрите внимательно. Делаем 1 накид, будьте внимательны, 1. Между 5 и 6, вот 5 и 6, ныряем промежуток между ними и вытягиваем ниточку. Ее максимально подтягиваем вверх до нашего веерочка. Видите как? Есть. И теперь только на самой верхушке провязываем 2 петельки. 2 петельки. Раз. И вот так вот мы будем нырять вот между 5 и 6 столбиком еще 4 раза. Итого получится 5 наших столбиков. 1 накид. Опять ныряем сюда же. Потянули. Хорошенечко потянули. И сверху провязали. Второй столбик. Опять нырнули. Потянули. Провязали. Третий столбик. Нырнули. Потянули. Провязали. Четвертый столбик. И накид, нырнули, потянули, провязали 5 столбик. То есть вот у вас получается вот такая вот интересная ракушечка. Видите? Первая половина ракушки провязана столбиками с 2 накидами, а вторая половина ракушечки провязана вот такими вот вытянутыми столбиками с 1 накидом. Далее что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два. И помните, вот наша арочка из 3 воздушных петелек. Мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Угу. Вот раппорт нашего узорчика. Идем далее.
Опять 2 воздушные петельки, вспоминаем, делаем точно такую же ракушечку. Итак, по столбикам считаем, отсчитываем 6 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Берем 2 накида, делаем, ныряем, получается, верхушку 6 столбика. И здесь будем провязывать 6 столбиков с 2 накидами. 2 петельки. Вот это наш столбик с 2 накидами. Итак, первый столбик. Второй столбик с 2 накидами. Ниточки, видите, оп, расходятся иногда. Далее третий столбик с 2 накидами. Четвертый. Пятый. Аккуратненько. И шестой. Все, верхушку 6 столбика мы провязали 6 столбиков с 2 накидами. Есть. Первая половинка нашего веерочка готова. Далее опять делаем один всего лишь накид. Будьте внимательны. Вот верхушка 6 столбика. Так, значит, вот 5 столбик. Мы между этими столбиками ныряем, вытягиваем ниточку и подтягиваем до самой, получается, верхушки веерочка. И только сверху провязываем 2 петельки. 2 петельки. Это получается столбик с одним накидом, но вот так вот вытянутый. Опять сюда же ныряем между 5 и 6 столбиком, вытягиваем ниточку, провязываем. Накид. Нырнули, вытянули, сверху провязали. Это третий столбик. Четвертый. Точно так же. И пятый. Точно так же. Все. Вот наш второй красавец веерочек необычный. Так. Опять 2 воздушные петельки. И в арочку нырнули из 3 воздушных петелек. Сделали столбик без накида. Все. Давайте до конца ряда самостоятельно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот наши веерочки практически готовы. Так, как мы заканчиваем ряд? Мы опять после последнего веерочка сделали 2 воздушные петельки. А здесь получается пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у нас остаются 3 столбика кромочные. 1, 2, 3. Понятно? Вот мы эти 3 последних столбика провязываем, как обычные столбики с накидом. 1. Следующий столбик 2. И следующий столбик в третью петельку подъема 3. Все. То есть у нас начало, да, нашего ряда вот такое вот ровненькое. И закончили, видите, как 3 столбиками. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И опять наши кромочные столбики точно так же провязываем столбиками с накидом. Все, краешек мы наш выровняли. Смотрите теперь далее. Мы переключаемся на наш веерочек. Но смотрите, с какой особенностью. Вначале делаем 1 воздушную петельку, накид. И каждый столбик веерочка, вне зависимости, с 2 накидами, он либо с 1 накидом. Смотрите, как захватываем. Вот таким вот образом, сзади наперед. Есть. Получается сам столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Называется этот столбик рельефный лицевой столбик с накидом. То есть, видите, вот такой вот рельеф получается. Следующий столбик точно так же. Сзади наперед захватили, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Следующий столбик точно так же. Опять сзади наперед захватили, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Еще раз повторюсь, называется рельефный лицевой столбик с накидом. Он может быть с 2, с 3 накидами. Мы пока сегодня вяжем с 1 накидом. Вот. Получается 5 наших столбиков, которые были столбики с 1 накидом провязаны. Да, теперь переключаемся на столбики с 2 накидами. Точно так же. Окружили сзади наперед столбик, получается, перед крючком, вытянули ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки. Столбик точно так же называется рельефный лицевой столбик с накидом. Итого получается 5 столбиков в начале, да, в первой половине веерочка, и 6 столбиков во второй половине веерочка. Итого мы, получается, делаем 11 рельефных лицевых столбиков с накидом. Вот. И рельефные лицевые, получается, на лице они выглядят вот так вот, а на изнаночке, смотрите, выглядит вот так вот. То есть, как бы получается вот такая вот горизонтальная полосочка. Объемчик, видите, вырисовывается. Очень красиво получается. Далее,
После вот такого вот веерочка нашего рельефного мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку. И опять начинаем провязывать в каждом столбике рельефный лицевой столбик с накидом. Раз. Как бы сами себя контролируйте, да, просчитывайте. То должно быть получиться 11 рельефных лицевых столбиков с накидом. Все. И ничего сложного. И опять, как только провяжете рельефные лицевые столбики, сделайте 3 воздушные петельки и переключитесь к следующему веерочку, да. А здесь, получается, в конце я вас встречу. Договорились? Все, давайте до конца ряда. Несложно, вы уже большие молодцы, у вас все классно получится. Все, встречаю вас в конце ряда. Так, смотрите, вот такая вот красота получается у нас с одной стороны. Вот такие вот интересные объемные веерочки. Вот такая красота получается с другой стороны. Выбирайте любую, что называется, какая нравится. Идем далее. Как мы заканчиваем наш ряд? После веерочка мы делаем одну воздушную петельку, точно так же, как в начале ряда. А теперь 3 последних столбика мы провязываем, как наши обычные столбики с накидом. Раз, два. И в третью петельку, получается, подъема ныряем и провязываем третий столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И наши уже знакомые нам столбики, да, кромочные, провязываем опять же столбиками с накидом. Так, и третий столбик. А далее наша с вами задача повторить все то же самое, что мы с вами провязывали вот в самом-самом нашем начале. То есть мы будем делать точно такой же веерочек. Вот наши 11 столбиков. Помните, да, которые мы в самом начале провязывали, 11 столбиков. И теперь мы будем повторять все то же самое. Начинаем с воздушных петелек. 2 воздушные петельки. Раз, два. Отсчитываем 6 столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6. Опять 2 накида. И в верхушку 6 столбика провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Раз, 2 накида. Сюда же 2. 2 накида. Сюда же 3. 2 накида. Сюда же 4. 2 накида. Сюда же 5. Вот. 6. Красота. Угу. Теперь опять смотрим. Вот наш 6 столбик, верхушка 6. Мы возвращаемся немножко назад между 5 и 6. Делаем 1 накид, нырнули между 5 и 6 и подтянули ниточку до уровня нашего веерочка. И только сверху провязываем столбик с одним накидом. 2 петельки, 2 петельки. Раз. Таких столбиков у нас 5. Опять сюда же нырнули, подтянули. 2. Нырнули, потянули. 3. Нырнули, потянули. 4. И последний раз нырнули, потянули. 5. Вот наш очередной веерочек готов. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь мы вот ныряем в нашу арочку из 3 воздушных петелек. Нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И отсчитываем 6 столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6. Опять делаем 2 накида. И точно так же в 6 столбик провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Немножко вернемся назад между 6 и 5, провяжем 5 столбиков, вытянутых с одним накидом и так далее. Поняли, да? Вот. Делаем точно такие же веерочки. Давайте, у вас получится. Я вас встречу в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот довязали наши веерочки. Так, не забываем, что мы здесь сделали 2 воздушные петельки и наши 3 кромочных столбика. Далее я уже провязала следующие 3 кромочных столбика. Так, и вспоминаем. То есть здесь мы делаем только лишь одну воздушную петельку и переключаемся на наши веерочки и провязываем 11 рельефных лицевых столбиков с накидом. Повторим еще раз: накид, окружаете столбик сзади наперед, так, столбик у вас получается перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, как обычный столбик. Но за счет того, что мы вот так вот окружаем наш столбик, он у нас становится рельефным. В данном случае рельефный лицевой. Все, и вот таким вот образом провязывайте все 11 столбиков рельефными лицевыми
столбиками с накидом. То есть вы уже провязывали, вы уже знаете, да? Далее получается 3 воздушные петельки здесь делаете и опять 11 рельефных лицевых столбиков с накидом. Все, это и есть весь узорчик. То есть в следующем ряду вы делаете веерочки, да, потом вы их обвязываете рельефными столбиками. Опять веерочки, рельефные столбики, веерочки, рельефные столбики. Все, на этом узорчик весь наш и заканчивается. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков, чтобы показать всю прелесть данного узорчика. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Гляньте, какая необычная получается косичка, да? Такие вот 3 косички. Класс. Это получается сторона, возможно, лицевая. А если вам понравится другая сторона, вот тоже, видите, какие получаются здесь ракушечки, такие вот объемные, рельефные, то может это быть лицевой стороной. Что это может быть? Палантинчик, да? Кофточка, кардиганчик, снудик. В зависимости от того, какие вы используете ниточки. Летние ниточки, это может быть топик, маечка, да? Зимние, естественно, это может быть теплые вещи. Снуд, шапка, шарф, кардиган, кофта, все что угодно, да? Опять же, не забудьте, так скажем, про сумочки, коврики, да, это полипропиленовый, полиэфирный шнур, тоже будет очень интересная идея. Вот такая вот красота получается. Естественно, за счет того, что много воздушных петелек, красота наша будет тянуться, не без этого. Что, давайте замерим, сколько получается в сантиметрах. Итак, мы с вами, получается, набирали 41 воздушную петельку. Если это же плотность вязания, этот же крючок, это же, получается, пряжа, ну, допустим, да, то это получается вот наш образец 19 сантиметров. То есть я так вот не прикладываю сильно, да, как бы объемный узорчик. И тут получается у нас каждая ракушечка наша, это 2 ряда, да, 2, 4, 6, 8, 10, ну и наборный, да, 11. Так, сколько же это будет? Это получается, ну вот 13 с хвостиком сантиметров. Очень интересный, очень легко вяжется. То есть вы сами заметили, да? То есть 2 ряда, узорчик, супер, здорово. И вот такой вот объемненький, вот такие вот получаются косички. Я, как всегда, жду, конечно, ваши лайки, да? Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много интересных новинок. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда эти новинки появятся на канале. А также под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками в соцсетях». Делитесь, пожалуйста, заранее. Спасибо большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.